Привет, Cover Project! Меня зовут Нина Зварковская, я основательница архитектурной студии, и сегодня я предлагаю вам прикоснуться к моему проекту, практически буквально. Хочется начать с локации. ЖК Ордынка, 25, находится в сердце тихих улиц Москвы. Вокруг множество объектов культурного наследия и огромное количество церквей. Современная архитектура этого дома прекрасно сочетается с архитектурой старинных улиц Москвы. Почему так много внимания к локации? Все потому, что данная квартира, которую мы проектировали, имеет собственный выход на террасу, где раскрываются потрясающие виды на Москву. Попали на объект мы волею судеб. Наш будущий заказчик имел уже полный дизайн-проект до знакомства с нами. И в день, когда он планировал осуществлять ремонт, был выключен лифт. Ему пришлось идти пешком. А мы, как раз-таки наша команда, осуществляли ремонт этажом ниже. Дверь была открыта, и он не мог туда не зайти. Как все клиенты, которые планируют так или иначе делать ремонт, они, конечно, зайдут в квартиру и полюбопытствуют, что делают их соседи. Так он узнал, что мы делаем и что мы создаем. Решение было принято быстро. Предыдущий проект был выброшен в помойку, и наша команда начала писать наш новый роман. «Чистый лист» и «Моя новая любовь». Без нее же невозможно создавать и творить. Этот опыт был интересен даже для меня. Я даже читала лекцию на эту тему в Строгановке. Называлась она таким образом: «Что такое хорошо и что такое плохо?». Интересно всегда сравнить результат. Проект, который был выполнен без души и который мы создали с огромной любовью и профессионализмом к своему делу. Когда я начинаю проектировать, для меня основную роль играет сохранить каждый сантиметр в существующем пространстве, дабы расширить его и чтобы пространство заиграло новыми красками. Ни в коем случае существующее пространство не заужать, не уменьшать. А в предыдущем пространстве, которое было в проекте, все комнаты были нарезаны на маленькие комнатушки, из которых мы попадаем, из комнаты попадаем в гардеробную, из гардеробной попадаем в санузел, тем самым мы убили ту самую прекрасную площадь, которая для нас была важна. Так как квартира имеет огромное поле остекления и залита полностью светом, мне хотелось, чтобы эта же мысль продолжилась и в холле. Я избавилась от перегородки, создав стеклянную перегородку, куда встроила стеллаж. Этот стеллаж оформлен рифленым стеклом, и он имеет доступ с двух сторон. Так же, как из холла можно приоткрыть дверцы и поставить красивый декор, через который проходит солнечный свет, также из гостиной у нас имеется такой же доступ. Моя любовь к натуральным материалам безгранична. В этой квартире вообще очень много разнообразного камня. На него сделан акцент, он весь фактурный, разнообразный, очень яркий. И он, несмотря на это, объединяет все наше пространство в единое целое. Также на полу в холле у нас лежит кварцит Патагония, который своими жилами перетекает плавно в санузел. В гостиной нас встречает камин. Хочется отметить, что это дровяной настоящий камин, который для квартиры это достаточно редко используемая история, но мы могли себе это позволить, потому что находимся на последнем этаже. Камин облицован мрамором Чиполлино. Он очень приятный тактильно и имеет невероятно красивую структуру. С лицевой стороны камина у нас не должно было быть видимых швов. Это было очень сложно донести слэба до последнего этажа, но мы прошли в миллиметры. В гостиной взгляд невольно падает на столики элемента от компании 50 Forbes. Комплект состоит из двух столиков, один выполнен из шпона, а второй выполнен из кожи. Разнообразная форма и геометрия отсылают нас к миру дикой природы, где нет четких линий.
Благодаря необычной игре контуров комплекс становится прекрасным дополнением этого пространства. На кухне нас встречает огромный остров. Он выполнен в кварците Мунрей. На нем живописные листья, которые плавно с острова переходят на пол, и они дают такую легкость пространства, несмотря на то, что кухня у нас достаточно монументальная. Для меня очень важно, чтобы кухня имела функционал и только потом была завернута в красивую оболочку. Кухня оснащена огромным количеством оборудования. Тут нам удобно готовить и принимать в то же время гостей. На кухне у нас работало 3 подрядчика: каменщики, столярщики и кухонщики. Для нас очень важно было, что все эти примыкания между собой были идеальными, но мы справились. Центром нашей композиции в столовой зоне служит арт от Том Барнаби. Картина у нас писалась на заказ. Мне хотелось в этой живописи увидеть классическую живопись и современные ноты. Автор увидел наши референсы, и, собственно, у него родился этот образ. Общая площадь квартиры 250 квадратов. Здесь мы объединили 2 квартиры. 2 квартиры разделены несущей стеной. К ним мы как раз-таки закрепились консольной лестницей. Через длинный коридор мы попадаем в приватную зону. Здесь у нас мастер-блок, в котором санузел, сам мастер-блок и гардеробная. С левой стороны у нас располагается кабинет и санузел. А дальше 2 детские, также с санузлами. Благодаря такой планировке ни одна комната не осталась без окна. Центром всей композиции у нас является лестница. Она объединяет все 3 пространства: гостиную, кухню, холл. Мне хотелось добиться эффекта легкости, поэтому родились парящие ступени. Конечно, важно было, чтобы они были устойчивы. И важно было, чтобы через них проходил вот этот самый свет. Люблю эту игру света и тени, и всегда на стадии проектирования пытаюсь предугадать этот эффект. Если вы видите в пространстве тот или иной недочет, сделайте его достоинством. Я всегда руководствуюсь этим правилом при проектировании. У нас был длинный холл, и нам нужно было сделать потолок съемным, так как там скрывается множество коммуникаций. 12 люков, которые должны были открываться. Мы разработали геометричный потолок, который разбит на квадраты и который легко можно снять в любой момент и иметь доступ к коммуникации существующим. Акцентом всего холла служит скульптура. Она располагается в конце нашего холла, и она прослеживается через стеклянные перегородки. Ее можно увидеть из гостиной, и она является таким доминирующим пятном в нашем проекте. Скульптуру эту выполнила на заказ Нино Асмадашвили, молодая юная художница, которая для нашего проекта изготовила скульптуру. В кабинете все достаточно просто. Тут есть самое главное: стол, рабочее пространство и шикарная ниша, где можно расположить все нужное для кабинета. Книги, принтер, такая достаточно техническая зона. В конце коридора у нас мастер-блок. Он разделен на 3 зоны: гардеробная, мастер-спальня и санузел. Санузел у нас делится на 2 зоны. Одна зона приватная, где располагается унитаз с душем, и вторая зона, которая открыта к нашему пространству через мастер-блок, это раковина с невероятно красивым кварцитом и ванная, собственно, с окном.
Кровать у нас выполнена по индивидуальным эскизам, специально для этого проекта. Почему все-таки она была выполнена на заказ? Потому что она совершенно нестандартных размеров, тех размеров, которые просто было не купить. Детские. Я всегда называю их детскими, хотя эти дети уже не дети, они уже такие глубоко подростки. Они четко сформировали ТЗ для нас, что нам облегчило наш путь, и они четко понимали, что им нужно, в отличие от взрослых. Например, в комнате сына функционал играл важную роль. Огромное рабочее пространство спроектировано таким образом, чтобы все было комфортно, удобно именно для него. В этом пространстве мы использовали много разнообразных фактур. Где-то отголоски лофта вы можете увидеть в шкафах. Металлические пересечения, которые рождают у нас квадраты, за ними скрывается зеркало, что тем самым дает вот этот прекрасный баланс между лофтом и современной историей. На стенах в этой комнате, в отличие от всех остальных комнат, у нас декоративная штукатурка, грубая, фактурная. Именно так хотел видеть это пространство будущий хозяин этой комнаты. На контрасте у нас появляется комната девочки. Она вся в теплых, нежных оттенках. Ничего тут не раздражает глаз. И все создано таким образом, чтобы здесь было комфортно и уютно прийти и раствориться в этом пространстве. Все углы у нас закругленные. Конечно же, центром композиции у нас является кровать, ось со шкафами с телевизором. И слева и справа от кровати у нас арочные шкафы, которые где-то там вдалеке напоминают образ замка. В изголовье кровати у нас мягкая панель. Тут очень много фактур, которые тактильно очень приятные на ощупь. Попадая в комнату, мы видим скульптуру. Скульптура стоит на пьедестале, и даже он не имеет острых углов. Это все поддерживает нашу основную идею. Если вам хочется добиться легкости, смягчайте углы. Это работает как и в дизайне, так и в жизни.